Вопросы здесь такие. Почему он бездействует и как он себя проявит в ближайшее время? Приглашаю вас на этот расклад. Вот Луна. Это была карта на дне колоды. Луна говорит, конечно, о личной жизни. Это карта Ленорман. Приглашаю вас на этот расклад, мои родные подписчики и новые друзья. Почему он бездействует и как он себя проявит в скором времени, в ближайшем будущем. Карта Луна показывает личную жизнь, и она была на дне колоды. Это означает, что расклад будет правдивый, он вам поможет, он даст вам направление в жизни, объяснит больше состояние человека, о котором вы спрашиваете, объяснит, почему он так или иначе себя ведет. Иногда он сам не знает почему. А вот карты смотрят вглубь человека. И, конечно, карты — это духовное развитие личности, это то, что скрыто в поведении человека, даже ему самому непонятно почему, да. То есть то, что дано при рождении нам, какой паттерн поведения дан этому человеку и как он проявится в вашей жизни. Почему он бездействует и чего от него ожидать, как он проявится, как он себя проявит. Смотрите, пожалуйста, расклад от начала до конца. Иногда говорят без варианта, что это, во-первых, метод этот я создала, да, потом уже многие делают его, это очень хорошо, я довольна, потому что этот метод очень хороший. Почему? Я его создала на принципе, что внизу, что наверху, по принципу алгоритма Вселенной. То есть, понимаете, Вселенная с каждым работает индивидуально. И хоть и карта универсальная, но как и икона в церкви, как и хлеб, который вы едите, так и дорога, по которой вы идете, все идут по той и той же дороге. Но походка у человека, у каждого разная, понимаете? И каждый дышит тем же воздухом, но усваивается воздух и доходит до самых последних капилляров. У всех по-разному, у кого доходит, а у кого нет, да? То есть, другими словами, каждый человек, вопрошающий, кто сейчас меня смотрит, услышит то, что нужно услышать, и поймет, и в полотно своей жизни это все может употребить по своим личным законам. Поэтому заказанный расклад за большие маленькие деньги или же такой, как я делаю, общий, неважно. Важно, что вы обязательно или воспользуетесь, или нет. Вот и все. Так что то, что резонирует, берите себе, если пожелаете, конечно, на помощь, на подсказки. А то, что не резонирует, можно пропустить мимо ушей. Так и в заказанных раскладах. Смотрите, долго перемешивала карты перед вами, а мужчина и женщина вышли рядом. Это хороший знак. Женщина смотрит на карту книга. Не обращайте внимания, что смотрит в разные стороны, хотя это тоже имеет место быть, и об этом будет разговор. Может быть, сейчас вы немножко поссорились, поэтому смотрите в разные стороны. Но эта ссора вас не разделила, а наоборот. В этой ссоре и он, и вы хотели объяснить друг другу, как лучше с друг другом взаимодействовать. Так что ссора не была напрасна. Если она была, да? Ой, извините, как это лежало все, я не знаю. Да, вначале было солнце, а потом змея была. Вот так было. Я иногда увлекаюсь, разговариваю. Но я хочу сказать, что все, что я говорю, всегда нужно, потому что я вынимаю эти сведения из каналов карт и честно читаю то, что я получаю от канала карт. Так что мужчина смотрит на карту Солнца. Давайте оставим эти две карты между вами. Остальное уберем, это просто была предиагностика. Раз он смотрит на карту Солнца, он хотел бы с вами, во-первых, помириться, да, он вас любит. Карта Солнца говорит об успехе, о личной жизни, об успехе, о том, что он хотел бы с вами помириться. Я перемешиваю карты, пока вам рассказываю все, да, и показываю вам крупным планом карты, чтобы вы их лучше поняли. Смотрите, он в любом случае считает, что он был прав, да, такой твердоголовый немножко мужчина попался. Почему он бездействует? Наверное, хочет выдержать паузу. Он, во-первых, вас любит, давно бы помирился, если бы не хотел показать свой характер. Вот где-то так этот расклад. Вы смотрите на карту книга, и карта книга говорит о том, что сейчас в этом раскладе вы получите важную для вас информацию. Книга — это информация. Вы сейчас, может, заняты работой, изучаете что-то, заняты другими делами и правильно делаете. Потому что пока вы его ожидаете, ожидать нужно уметь. Многие люди не умеют ожидать. Когда они ожидают, они всего себя посвящают ожиданию. Но пока вы его ожидаете, вы живете своей жизнью, вы делаете правильно. И как только вы перестанете о нем думать, займетесь собой, карта книга «Заняться собой», он проявится сразу.
Итак, это была предиагностика. Мы с вами эти карты убираем назад в колоду. А сейчас будет так называемый расклад для двоих. Иногда говорят вокзал для двоих. Расклад для двоих на отношения. Что между вами на момент просмотра? У многих, конечно, это ссора. Вы, наверное, поссорились. У некоторых может проиграться как треугольник, потому что карта кольцо показывает на еще какие-то лица. Это возможно. Или он женат, или вы замужем. Это у некоторых проиграется. Такая вещь, да? Карта крысы показывает, что многие, кто сейчас меня смотрит, поссорились по какой-то причине. Может быть, вас поссорили другие лица, третьи лица, которые мешают вашим отношениям. У них свой интересный, шкурный интерес. То есть, бывает у людей шкурный интерес, просто хотят, чтобы другим было плохо. Да, крыса – это препятствия, это обстоятельства, которые могут вам мешать. Препятствия такие механические, как, например, жизненные, жилищные условия не очень-то удачные или для него, и для вас. Или же это люди, которые встревают и мешают вам. Это какие-то потери. Может быть, это связано с материальными потерями. Иногда так бывает, что когда у людей материальные финансовые трудности, отношения портятся, потому что люди раздражены и говорят то, что не должны были сказать, и смотрят такими глазами, которыми не должны были смотреть. И, вы знаете, ведь все воспринимается на уровне тела. Наши глаза видят тело, а не слышат слова. Поэтому если он смотрел на вас со злостью, или вы на него с раздражением, со временем приходит ощущение, что она меня не любит, почему такой ненавистный взгляд. И подсознательно человек начинает отдаляться. Может, это вы были, кто отдалялись, потому что он на вас так смотрел. Может быть, у него были обстоятельства, он испытывал какие-то потери, может быть, напряжение на работе, или другие третьи лица влияли, может быть, развод неудачный, потому что есть карта кольцо, другие люди, может быть, его дети, может быть, связано с судами, какими-то волокитами, то есть собственное какое-то раздражение он перекладывал на розе, это называется переклад, он перекладывал со своих плеч и делал это автоматически. Он это перекладывал со своих плеч на ваши плечи, то есть с раздражением, злыми глазами. На самом деле он злился не на вас, а он злился на обстоятельства, которые препятствуют вам. Но он не знал, как это выразить, не знал, как это самому отработать, переработать, как справиться с этим чувством. Дела будут решаться, это однозначно, но главное вам не потерять любовь друг к другу и доверие. Карта лиса с вашей стороны может указывать на то, что есть люди, которые манипулируют им и вами. И карта кольцо вместе с лисой, это может быть или его бывшая, или ваш бывший, или же, если вы в треугольнике, опять же, третьи лица могут быть замешаны. Также, если я дам разные варианты, вы себя узнаете. Если это вы в паре, вы живете давно, женаты вы или в гражданском браке, неважно. Конечно, важно. Мужчина должен обязательно сделать документы на брак. Это достойное поведение мужчины. Но я имею в виду не важно перед высшими силами, потому что высшие силы, если вы живете вместе, видят вас как пару, законную пару. И если это так, вы живете вместе, и вы поссорились по карте крысы, и вы находитесь в отношениях, потому что здесь кольцо означает, что вы находитесь в отношениях. Лиса говорит о том, что вам нужно... И книга перед этим, при диагностике показала. Лиса говорит о том, что вам нужно начинать идти своим путем, начинать заниматься собой, реализовать себя в профессии, в увлечении, в хобби, в ухаживании за собой, да? Больше заниматься собой, своими делами. Вы очень много занимаетесь мужчиной, вы очень много ему уделяете внимания. Он как бы зашел в вашу ауру, в ваш внутренний космос, ваш внутренний мир, и там сдвинул вас с точки самой главной, с точки священной, с вашего центра, и занял там этот центр. И тогда он управляет вами из вашего же центра. То есть вы встаете с его именем, засыпаете с его именем, вы влюблены в него, и у вас есть такое чувство hate-love, называется, и любите его, и ненавидите одновременно, потому карта крыса может это означать. Мужчина может вами управлять, манипулировать по карте лиса. Лиса также хорошая карта, в зависимости от сочетания. Вместе с крысой лиса, конечно, плохая карта. Она означает, что кто-то вами управляет, кто-то диктует вам поведение, кто-то управляет вашими движениями сердца, ума и ног. Да? То есть вы как бы живете, потому что кто-то вам
указывает, как нужно жить на свете. Но здесь же нужно тоже читать карту Лиса вместе с картой Кольцо. И карта Кольцо говорит об обещании. Нужно себе пообещать жить для себя, пока у вас все не исправится. Потому что как раз сейчас вам нужно услышать эти слова. Нужно жить для себя, пока у вас все не исправится, не наладятся отношения. Итак, спрашиваем, почему он бездействует. Ну, наверное, потому что там крысы были, потому что он раздражен, он не хочет вас обидеть, он боится, что он скажет что-то, вы поймете на свой счет, а на самом деле он злой просто сам на себя. Потому что он дал вам обещание по карте Кольцо и чувствует, что он не может его сейчас пока выполнить. Смотрите, опять выходит карта крыса, хоть я и перемешивала. Почему он бездействует? Нервничает. Потому что он нервничает, поэтому он и бездействует. Понимаете, он очень нервничает. Он вас любит. Это карта Букет. Он, несомненно, вас любит. И он не хочет, чтобы вы увидели его раздраженный вид. Он не хочет, чтобы вы увидели, что он лузер такой, да? А поэтому он бездействует. Это карта Рыба. Он любит вас, и вы его любите. Рыба – это карта любви, конечно. А также Рыба показывает, что на деньги, да, на финансовые какие-то заволочки, проволочки, может быть, судебные, нотариусные, какие-то бумажные проволочки, денежные проволочки, связаны с крысой вместе с рыбами. Рыба показывает деньги, а крысы недостаток денег. Или у вас, или у него какая-то сложная финансовая ситуация, может быть, даже финансовая зависимость. Это может быть и ипотека, и обязательства финансовые другим людям, которые вы или он обязаны выполнять, поэтому раздражаетесь или вы, или он. У каждого будет по-своему. Все, что с вами резонирует, берите для себя, а то, что нет, можно просто отбрасывать эту информацию. Просто напоминаю, да? Вот, карта Рыбы, конечно, означает чувство. И она с вашей стороны, полнота чувств. У вас есть к нему чувства, большие, сильные чувства, да, и вы заботитесь о нем. Вам он, как человек, тоже не безразличен. Вы хотели бы, чтобы у него все складывалось хорошо. Почему он бездействует? Потому что у него сейчас идет переоценка ценностей, карта крысы. И вместе с Букетом говорит о том, что он так вас любит, что он боится, что его вот это раздражение, его сейчас нервный вид может вас оттолкнуть, а он не хотел бы вас отталкивать. Он хотел бы, чтобы вы были всегда в его жизни. Карта Букета – это его страстное желание к вам. Мы сейчас посмотрим, как он себя проявит. Как он себя проявит. Смотрите, ключ – хорошая карта, наконец-то. Да? Крысы больше не вышли, и это очень хорошо. Карта ключ – очень хорошая карта. Он себя проявит ключевым образом. Ключ повернут в его сторону. Ленорман часто направление. Это важно, наблюдать нужно. 33-я карта – это мастер-карта. И вторая карта, второй – это мастер числа помощи. И клевер – это поможет удаче. Да? Поможет удаче. Как он себя проявит. Встретитесь с ним. Если вы с ним только встречаетесь, вы с ним встретитесь случайно. Смотрите, карта Луна была на дне колоды. И она еще раз проявилась здесь. Простите, пожалуйста, чуть-чуть сдвину, чтобы вам было видно. Луна – это женская судьба, вообще-то просто индивидуальная судьба человека, да. И здесь по карте Луна с вашей стороны, Луна направлена к вам, в вашу сторону, говорит, что подожди, немного подожди. Луна здесь растущая, когда будет полная Луна, полнолуние, и здесь, может быть, идет речь даже о где-то 15 дней, 14 дней, может быть, он себя проявит. В течение этих 14 дней должен себя проявить, если ничто ему больше не помешает. Это судьба человека, это его чаяние, это его опять заниматься собой. И карта-книга была об этом. Все понятно теперь, да? Занимайтесь собой, пока вы его ожидаете, потому что Луна – это заниматься собой. Это meet your own, как сказать по-русски, как это сказать правильно, да, есть такой термин психологический, чтобы вы удовлетворили свои же потребности своего организма, своей души, своего тела, своими же усилиями. Да, это все карта Луна. По астрологии карта Луна – это личный интерес человека. Это умение позаботиться о себе. Себе дать нужное питание, нужные мысли слушать, а не нужно отбрасывать. Это умение жить для себя, это умение жить красиво. Это все Луна.
это умение в этой жизни жить красиво. Вот никто не знает, это по астрологии Луна – это личный интерес. Это также таланты из прошлой жизни, а перед этим была карта-книга. Найдите свои таланты, занимайтесь собой, пока вы его ожидаете, и он непременно появится. Обычно человек появляется после того, как мы перестаем его ожидать. То есть тогда, когда мы занимаемся собой, человек начинает в нас влюбляться. Почему мы влюбляемся в мужчину? Он независимый. Нам нравится это, нам нравится ощущение свободы. Такой вам здесь совет. И карта ключ, конечно, говорит, что он обязательно проявится. Проявится он скоро, поскольку ключ – это карта ключевая. Довольно скорая, и карта клевера, вторая карта, это тоже о скорости. Он проявится скоро, даст о себе знать. Но он, понимаете, вот такой вот обязательно мужчина, который сказал, сделал. И ему не нравится, когда он сказал и не сделал. И когда говорят, ты лузер, ты сказал и не сделал. Сейчас я смотрю, что будет между вами дальше. Выложила так карты, чтобы вы друг на друга смотрели. Но изначально вы вышли в разные стороны, поэтому я сканировала вас так, как вы вышли. Это было нужно. А теперь мы посмотрим, будет ли движение в направлении друг друга. Уже показали карты, что будет. Сейчас еще раз возьмем. Также карта клевер. Видите, карта повторяется. Сегодня это очень хорошо. Конечно, будет движение к друг другу. Конечно, будет скоро. Бубен – это любовное движение, любовные дорожки. Скорые дорожки, близкие дорожки. Это очень хорошо. Какой вам совет дается и какой дается совет ему? Давайте посмотрим, да? Вам и ему два совета. Первый совет вам. Опять вышла карта крысы, третий раз. Мы на нее разложим. И ему карта аисты. Ему совет очень простой. Да, очень простой и доходчивый. Сейчас вот такой сделаю, чтобы было видно. Ему очень простой совет вышел. А это такой совет, что занимайся мной, устраивай наш быт, благоустраивай наш быт, потому что карта аисты говорит, благоустраивай наш быт. Аист – это перемены в лучшую сторону в личной жизни. Это когда прояви свою любовь на деле, ему совет. А вам вышла карта крысы опять. И она говорит о том, что вы все-таки на него обижаетесь. Третий раз, девочки, в случайности ничего не бывает, да? Третий раз выходит карта крысы, и мы сейчас сделаем расклад на эту карту. Что она означает? Для вас, вы, может быть, на него до сих пор обижаетесь, он вас здорово обидел, карта крысы об этом. Еще карта крысы крестовая, то есть трефа. Трефа – это когда неудачи в делах и в бизнесе. Может быть, и у него или у вас это присутствует. Карта лилии. Может быть, у вас есть чувства еще к какому-то королю пик, может быть, да. Может быть, у вас есть ощущение, что вы доверились человеку, он вас предал. Это дуада, может это означать. То есть это пара карт. И вы ему доверились как другу, вы ему открыли сердце по карте собака. Собака уходит от крыс, то есть он себя не проявил красивым образом. Таким образом, который вы, доверились ему, да? И карта плетки говорит, что была ссора или с другим другом, или была ссора с ним. Вот все-таки карта плетки показывает на ссору, недопонимание. Вы знаете, карта развилка показывает тоже на магическое воздействие. Так что ссора у многих проиграется была не по вашей вине и не по его вине. Ссора была потому, связано с тем, что было сделано какое-то магическое воздействие. Карта развилка показывает часто магию, к сожалению, вместе с картой крысы, да. Было сделано какое-то магическое воздействие. Или коллега на работе, или кто-то одинокий, карта башня, сделал какое-то магическое воздействие. И это отвратительно, когда люди такое вытворяют. Понимаете, карта медведь может показывать на сексуальность вашего мужчины. Кто-то имел какой-то сексуальный интерес к нему, и поэтому вызвал у вас ревность, или наоборот, имел сексуальный интерес к вам, и поэтому получилось так, что этот человек, он вам, может, знаком. Это может быть или сотрудник, или коллега, или кто-то из семьи, но одинокий человек по карте башня. И вот смотрите, плетки вместе с башней вас поссорил. Или же наговорил ему или вам друг на друга. Карта медведь говорит о мужской энергетике, о силе мужской, о власти. Это может быть кто-то властный. Или карта медведь может показывать вашего мужчину, который вам верный был и остается. И это был наговор просто.
Вот и все. Вас поссорили. Знаете, пожелали не своего. Вот есть такие люди, которые желают не своего. Это страшная вещь, но от таких людей просто нужно уходить. Друг есть друг, а враг враг. Из врага друга не сделаешь. С другом нужно дружить, а с врагом нужно просто обходить острые углы, то есть не связываться, да. Иметь такое, знаете, охлаждение и мирный договор такой, да, где нет связи с врагами. Но я хочу сказать, что у многих очень проиграется, что здесь было магическое воздействие, поэтому он пропал, он бездействует. Ему как бы внушили подождать. Может, это его мать, кстати, по лилии может мать проходить, которая внушила ему подождать, или какая-то подруга говорит: подожди, не делай ничего. Вот так. И он поэтому ждет. Он вообще человек ведомый, часто бывает. Он это скрывает, ему стыдно признаться, что у него слабая воля этого мужчины, может быть. Может быть, эта слабая воля была связана с тем, что у него было много неудач по карте крысы. В жизни было много неудач. Медведь опять вышел. Вышел опять медведь, это говорит о его страсти к вам, о его желании быть с вами. Смотрите, любовь к вам очень сильная. Карта рыбы повторяется. Очень сильная любовь и для дома. Любовь сильная. Появится обязательно. Потому что любовь его очень сильная. Карта дом. Вы сами видите все, да, крупным планом показываю. Карта дом показывает, что он мечтает быть с вами. Он обязательно себя проявит, он появится у вас в доме, он появится в вашем пространстве. Он скажет, как он страстно вас любит. Карта медведь в центре. И вы его тоже любите, потому что рыба с вашей стороны. Вы любите его, за его мужскую страсть, за его харизму, за его мужскую энергетику. Просто он вам по судьбе, поэтому вы его любите. Очень все просто. Он появится тогда, во-первых, скоро, да, появится тогда, когда ему будет чем похвастаться, что вам предъявить. Когда все, может быть, эти недоразумения между вами, которые были вызваны или третьими лицами, или обстоятельствами, утихомирятся. Когда он сделает какой-то решительный шаг, примет меры, решит какие-то задачи, проблемы свои, из-за которых вы поссорились. Вот тогда он появится, когда ему будет что вам сказать. Будет что предъявить, будет что показать себя, сказать: вот видишь, я был способен то и другое сделать. Вот тогда он появится, но появится скоро. Причем появится со своей любовью, со своей страстью и с тем, что он хочет иметь с вами дом общий, квартиру, дом. Может быть, он сейчас пытается уладить какие-то жилищные вопросы, и он их уладит. И он просто, знаете, с радостью думает о том времени, когда он придет к вам и скажет: смотри, вот это я сделал, и теперь мы наконец-то можем быть вместе. И теперь наконец-то мы можем быть счастливы. Так что очень хороший расклад. Этот расклад буквально как оберег. Очень хороший. Возьмите даже его, я уберу карты, чтобы вы могли сделать, может быть, скриншот даже. Расклад просто потрясающий, очень красивый. И вы знаете, ведь спонтанно выкладывала все, и я читаю правдивые каналы карт, поэтому не просто красивый, он спонтанно выложен при вас. Расклад актуален в тот момент, когда вы смотрите, обязательно говорит вам правду. В это нужно верить и начинать действовать. Да? Действовать нужно спокойно, уверенно, что все будет хорошо, и тогда действительно все будет хорошо, без всяких сомнений. Это энергооберег. Он мирит, примиряет партнера, он дает партнерам уверенность в завтрашнем дне, силу духа, силу любви. Так что пользуйтесь себе на здоровье, на радость. Я хочу сказать, что я преподаю Ленорман для тех, кто не знает. За уроками можно обращаться ко мне на сайт. Пожалуйста, обращайтесь для развития своей души, либо же для того, чтобы предсказывать для людей. Я всех люблю одинаково, и огромная благодарность всем спонсорам канала, потому что я делаю только такие расклады по моему общему методу, потому что верю, что каждая карта в любом случае универсальна и с вами будет прорабатываться уникально, так как икона в церкви. Икона универсальная. Карта — это иконы, кстати. Это как иконопись нашей жизни. Да? Вы читаете книгу своей судьбы по картам. И с каждым человеком икона в церкви работает индивидуально, хоть она одна для всех выставлена для тех, у кого есть деньги и у кого нет денег. Поэтому я не делаю личные расклады. Считаю, что в наш просветленный век, когда Святой Дух выражается в интернете,
нам просто за ненадобностью. Деньги остаются у каждого в кармане, век минималистов, и все это очень прекрасно и здорово по этой причине. Благодарю спонсоры, благодарю все друзья. Если вы еще не подписаны, здесь, когда подпишетесь, это, кстати, абсолютно ничего не стоит, но вы будете являться родными на этом канале, будете всегда сюда заходить и знать, что я для вас работаю. Так что подписывайтесь, это будет вам на пользу, не пожалеете. Я прошу всех святых, ангелов-хранителей, ангелов-спасителей. Я прошу самого Творца очистить меня и всех тех, кто меня сейчас слышит, от всех врагов, от врагов видимых и невидимых, от колдунов и чародеев, от проклятия и от заклятия, от наворота, от приворота и от отворота, от неудач, невезений, от ненависти людской, от напасти и злобы, от напущенных болезней, от всего плохого и дурного, от слова лихого, от суеты и от бедности, от нищеты и от всякой беды. Спаси и сохрани, спаси и сохрани, спаси и сохрани, защити и очисти всех, кто нуждается, защити и очисти всех, кто нуждается, защити и очисти всех, кто нуждается. Откуда пришло, туда и обратно ушло. Откуда пришло, туда и обратно ушло. Откуда пришло, туда и обратно ушло. А я благодарю всех святых, ангелов-хранителей, ангелов-спасителей, хранителей рода. Я благодарю самого Творца за исцеление меня и всех тех, кто меня сейчас слышит. Я прошу всех святых, ангелов-хранителей, ангелов-спасителей. Я прошу самого Творца очистить меня и всех тех, кто меня сейчас слышит, от всех врагов, от врагов видимых и невидимых, от колдунов и чародеев, от проклятия и от заклятия, от наворота, от приворота и от отворота, от неудач, невезений, от ненависти людской, от напасти и злобы, от напущенных болезней, от всего плохого и дурного, от слова лихого, от суеты и от бедности, от нищеты и от всякой беды. Спаси и сохрани, спаси и сохрани, спаси и сохрани, защити и очисти всех, кто нуждается, защити и очисти всех, кто нуждается, защити и очисти всех, кто нуждается. Откуда пришло, туда и обратно ушло. Откуда пришло, туда и обратно ушло. Откуда пришло, туда и обратно ушло. А я благодарю всех святых, ангелов-хранителей, ангелов-спасителей, хранителей рода. Я благодарю самого Творца за исцеление меня и всех тех, кто меня сейчас слышит. Да будет так во веки вечные. Аминь, аминь, аминь. Я прошу всех святых, ангелов-хранителей, ангелов-спасителей. Я прошу самого Творца очистить меня и всех тех, кто меня сейчас слышит, от всех врагов, от врагов видимых и невидимых, от колдунов и чародеев, от проклятия и от заклятия, от наворота, от приворота и от отворота, от неудач, невезений, от ненависти людской, от напасти и злобы, от напущенных болезней, от всего плохого и дурного, от слова лихого, от суеты и от бедности, от нищеты и от всякой беды. Спаси и сохрани, спаси и сохрани, спаси и сохрани, защити и очисти всех, кто нуждается, защити и очисти всех, кто нуждается, защити и очисти всех, кто нуждается. Откуда пришло, туда и обратно ушло. Откуда пришло, туда и обратно ушло. Откуда пришло, туда и обратно ушло. А я благодарю всех святых, ангелов-хранителей, ангелов-спасителей, хранителей рода. Я благодарю самого Творца за исцеление меня и всех тех, кто меня сейчас слышит. Да будет так во веки вечные. Аминь, аминь, аминь. Я прошу всех святых,
ангелов-хранителей, ангелов-спасителей. Я прошу самого Творца очистить меня и всех тех, кто меня сейчас слышит, от всех врагов, от врагов видимых и невидимых, от колдунов и чародеев, от проклятия и от заклятия, от наворота, от приворота и от отворота, от неудач, невезений, от ненависти людской, от напасти и злобы, от напущенных болезней, от всего плохого и дурного, от слова лихого, от суеты и от бедности, от нищеты и от всякой беды. Спаси и сохрани. Спаси и сохрани. Спаси и сохрани. Защити и очисти всех, кто нуждается. Защити и очисти всех, кто нуждается. Защити и очисти всех, кто нуждается. Откуда пришло, туда и обратно ушло. Откуда пришло, туда и обратно ушло. Откуда пришло, туда и обратно ушло. А я благодарю всех святых, ангелов-хранителей, ангелов-спасителей, хранителей рода. Я благодарю самого Творца за исцеление меня и всех тех, кто меня сейчас слышит. Да будет так во веки вечные. Аминь, аминь, аминь.